Вы думаете, что все животные заботятся о своем потомстве? Как бы не так. В природе полно родителей, которые поступают так жестоко, что человеку даже страшно представить. Они бросают детенышей сразу после рождения, заставляют их выживать самим или и вовсе их съедают. Сегодня я расскажу о самых ужасных родителях в мире животных. Эти примеры вас шокируют. Будут истории про каннибалов, про тех, кто подбрасывает детей другим, и даже про мам, которые заботятся о малышах всего несколько часов, а потом исчезают. Но зачем природе такие жестокие правила? Почему одни звери обожают свое потомство, а другие ведут себя как монстры? Об этом мы поговорим в конце, а пока к самым шокирующим примерам. Каннибалы в семье. Это звучит как фильм ужасов, но в мире животных поедание собственных детенышей не такая уж редкость. Например, самки хомяков могут съесть своих малышей сразу после рождения. Почему? Иногда из-за стресса, иногда из-за нехватки еды, а иногда просто потому, что считают, что не смогут вырастить всех. Но хомяки — это еще цветочки. Посмотрите на богомолов. Самка после спаривания часто съедает самца, а позже может уничтожить и собственные яйца, если вдруг решит, что условия для их выживания не идеальны. А как вам рыба-пескарь? Самцы этой рыбы охраняют кладку икры, но если она слишком большая, они начинают поедать лишние икринки, чтобы не тратить силы на уход за всеми сразу. Жестоко? Безусловно. Но в природе это работает. Слабые не выживают, а выживают только те, кто действительно готов бороться за жизнь. Но не все родители в животном мире так активны. Некоторые просто ленятся заботиться о потомстве и бросают его сразу после рождения. Ленивые мамы. А теперь представьте, что ваша мама родила вас и тут же ушла по своим делам, даже не оставив еды. Жестоко? В мире животных это норма. Например, морские черепахи откладывают яйца в песок и уползают. Малыши вылупляются без всякой помощи и сразу бегут в океан, где на них охотятся птицы, рыбы и даже крабы. А как вам гигантская панда? Эти мишки рожают 2 детенышей, но заботятся только об одном, а второго просто игнорируют. Если бы человек так поступал, его бы называли ужасным родителем. Но самое удивительное — это моллюск-аргонавт. Самка вынашивает яйца, а затем просто отпускает их в воду, даже не пытаясь защитить. Выживут — хорошо, не выживут — тоже нормально. Если думаете, что хуже быть не может, подождите. Жестокие отцы. В мире животных есть много самцов, которые совсем не похожи на заботливых пап. Они не только не помогают, но и становятся настоящей угрозой для своих же детей. Например, львы. Когда новый самец захватывает прайд, он первым делом убивает всех детенышей предыдущего вожака. Для чего? Чтобы самки быстрее начали спариваться с ним, а не заботились о чужих детях. А как вам медведи? Самцы бурых медведей могут нападать на медвежат, если встретят их в лесу, даже если это их собственные дети. Но самое страшное происходит у дельфинов. Да-да, этих милых и умных животных. Самцы-дельфины иногда убивают детенышей, чтобы самка снова была готова к спариванию. Но не все самцы убивают своих детенышей. Некоторые поступают хитрее. Подкидыши и обманщики. А теперь представьте, что вам подбросили чужого ребенка, а вы даже не заметили. В природе такие случаи встречаются постоянно. Самый известный пример – кукушка. Она откладывает яйца в гнезда других птиц, и те, сами того не зная, высиживают чужого птенца. А кукушонок, вылупившись, просто выкидывает других птенцов из гнезда. Но кукушки не единственные хитрецы. В мире насекомых самые хитрые – это муравьи-рабовладельцы. Они захватывают муравейники других видов и заставляют чужих личинок работать на себя. Выглядит как обман, но в природе это обычная стратегия выживания. И это еще не самый странный способ избавиться от забот. Мать-однодневка. Представьте, что мама ухаживает за вами всего несколько часов, а потом исчезает навсегда. Жестоко? В мире животных это обычное явление. Осьминоги – одни из самых странных родителей на планете. Самка откладывает 1000 яиц и заботится о них несколько месяцев, не отходя ни на секунду. Она даже перестает есть. А как только малыши вылупляются, она умирает от истощения. Вся ее жизнь сводится к одному – родить потомство и исчезнуть. А вот у мраморных саламандр еще интереснее. Самка откладывает яйца в мокрую почву и охраняет их, но только до тех пор, пока они не начнут вылупляться. Как только малыши появляются на свет, мать сразу уходит, оставляя их выживать самим. Но чемпионы по безразличию – насекомые. У богомолов самка может заботливо отложить яйца, а потом просто забыть о них. А некоторые виды пауков откладывают яйца и сразу умирают, оставляя потомство без защиты. Рождаются и выживают сами. Вы когда-нибудь думали, что было бы, если бы младенцы рождались и сразу могли ходить, говорить и добывать себе еду? В природе есть животные, у которых именно так и происходит.
Игуаны. Детеныши морских игуан вылупляются в песке и сразу должны бежать, спасаясь от змей, которые поджидают их неподалеку. Если хоть немного замешкаешься, все, тебя уже нет. Но самые удивительные — антилопы. Олененок Гну, например, встает на ноги уже через 5 минут после рождения, а через полчаса он может бежать со скоростью взрослого. Это необходимо, ведь стая хищников не ждет, пока он подрастет. Но есть еще более жестокая правда. Иногда враги малышей не только снаружи, но и среди их собственных братьев и сестер. Битва за молоко. Вы думаете, что братья и сестры должны заботиться друг о друге? В мире животных все по-другому. Иногда они становятся врагами с самого рождения. Акулы — настоящие чемпионы поэтому. У некоторых видов детеныши появляются еще в утробе матери, но выживают не все. Самые крупные начинают есть своих братьев и сестер еще до рождения. В итоге на свет появляется 1-2 детеныша, остальные становятся их первой жертвой. Еще один жуткий пример — птицы. У некоторых орлов и ястребов из яйца первым вылупляется один птенец, а потом второй. Но старший птенец начинает клевать младшего и отталкивать его от еды. В итоге выживает только один. А как вам гиены? У этих животных детеныши рождаются с уже развитыми клыками. Сразу после рождения они начинают драться друг с другом за лидерство. Слабые погибают, а сильные остаются. Но это еще не все. Абсолютное безразличие. Некоторые животные просто не испытывают никаких эмоций к своему потомству. Они не убивают его, не заботятся о нем, им просто все равно. Например, палочники — насекомые, похожие на веточки. Они откладывают яйца, а дальше их судьба их не интересует. Детеныши сами вылупляются, сами находят себе пищу и выживают как могут. Еще один пример — крокодилы. Хотя самки иногда переносят детенышей в пасти к воде, после этого они вообще перестают о них заботиться. Маленькие крокодильчики с первых дней сами добывают еду и защищаются от хищников. А вот земноводные вообще удивляют. У большинства лягушек и жаб после откладывания икры родители просто исчезают. Головастики вырастают без всякой помощи, а если не выживут, это их проблема. И это мы еще не дошли до самой жестокой матери в природе. Кто она? Представьте себе африканскую каракурта. Эта ядовитая паучиха откладывает яйца и охраняет их. Но когда малыши вылупляются, она не просто оставляет их, она становится для них первой едой. Детеныши нападают на свою же мать и пожирают ее, а затем расходятся в поисках новой жизни. Но, пожалуй, абсолютный рекордсмен по жестокости — это водяной клоп белостома. Самка этого насекомого откладывает яйца на спину самца. После этого она полностью исчезает, а отец вынужден таскать яйца, пока они не вылупятся. И самое жуткое, он не может скинуть их или избавиться, даже если они мешают ему выживать. Самка просто сбрасывает на него всю ответственность и уходит. Но почему так устроена природа? Почему в животном мире так много примеров жестокости по отношению к детям? Разве не должно быть наоборот? Родители должны их защищать и любить? Ответ прост. Выживание сильнейших. В природе нет места слабым. Если детеныш не способен сам найти пищу, защититься или спрятаться, он просто погибает. Именно поэтому многие животные рождают сотни или даже тысячи детенышей, зная, что выживет лишь малая часть. Например, у морских черепах из 100 вылупившихся малышей до взрослого возраста доживает только один. Остальных съедают хищники. У богомолов самки съедают самцов после спаривания не потому, что они жестокие, а потому что им нужно больше энергии, чтобы отложить яйца. А у львов, медведей и дельфинов самцы убивают чужих детенышей, потому что это ускоряет размножение самок, и они могут передать свои гены дальше. Природа не знает жалости. В животном мире нет эмоций, которые есть у человека. Нет любви, привязанности, сострадания. Есть только инстинкты. Но что, если мы сравним это с людьми? Есть ли у нас что-то похожее? Герои среди родителей. Мы уже разобрали самых ужасных родителей в животном мире. Но что, если я скажу вам, что есть животные, которые делают для своих детей больше, чем мы могли бы представить? Начнем с императорских пингвинов, настоящих героев среди отцов. В Антарктиде, где температура опускается ниже минус 100 градусов по Фаренгейту, самцы берут на себя невероятную ответственность. Пока самки уходят на поиски еды, отцы держат яйцо на лапах, укрывая его кожной складкой, и не двигаются несколько месяцев. Они терпят холод, голод и ледяной ветер, но не бросают своих будущих птенцов. Но есть еще более трогательные примеры. Обыкновенные волки — одни из самых заботливых родителей. Их стаи живут как настоящие семьи, где старшие братья и сестры помогают ухаживать за новорожденными щенками. Они приносят им еду, защищают от врагов и даже играют с малышами, чтобы научить их важным навыкам. Но бывают случаи, когда животные не только заботятся о своем потомстве, но и воспитывают чужих детенышей. Один за всех.
В мире животных есть виды, которые верят в коллективное воспитание. Самый яркий пример – слоны. Эти гиганты живут в стадах, где воспитание слонят – это общее дело. Если мать погибает или не справляется, другие самки тут же берут на себя заботу о ее детеныше. Они кормят его, защищают и обучают жизни. Это одно из немногих животных, которые могут скорбеть о потере и проявлять настоящую эмпатию. Еще один пример – сурикаты. Эти маленькие, но отважные зверьки живут в группах, где детенышами занимается вся стая. Пока одни охотятся, другие остаются с малышами, обучая их и защищая от хищников. И даже шимпанзе, наши ближайшие родственники, показывают удивительное поведение. В их сообществах молодые самки нередко помогают ухаживать за детенышами других. Они учатся быть матерями, прежде чем у них появятся собственные дети. Когда чужие, не чужие. В природе есть примеры, которые доказывают. Родительская любовь бывает даже к чужим детям, например, дельфины. Эти умные морские млекопитающие могут усыновлять детенышей, потерявших мать. Они включают их в свои группы, защищают и обучают. А как вам гориллы? В дикой природе встречаются случаи, когда самки берут под опеку осиротевших детенышей, даже если они не принадлежат их стае. Они кормят их, ухаживают за ними и даже защищают, как своих собственных. Но самый неожиданный пример – собаки и кошки. Многие слышали истории, как собаки выкармливали котят, а кошки – щенков. Но бывают и совсем невероятные случаи. Известен случай, когда собака выкормила маленького тигренка, а кошка – белку. Мир на контрасте. Мир животных – это мир крайностей. Здесь есть невероятно заботливые родители, которые готовы пожертвовать всем ради потомства. Но есть и те, кто бросает, подставляет или даже убивает своих детей. С одной стороны, мы видели самых ужасных родителей. Кукушки без сожаления подбрасывают своих детей чужим птицам, заставляя их заботиться о приемышах, которые потом выбрасывают из гнезда родных птенцов. Львы и медведи убивают детенышей конкурентов, чтобы их матери быстрее были готовы к спариванию. Хомяки могут без колебаний съесть свое потомство, если вдруг решат, что им не хватает еды. А песчаные акулы и вовсе рождаются убийцами, уничтожая своих братьев и сестер еще в утробе. Но с другой стороны, есть животные, которые поражают своей заботой. Императорские пингвины готовы голодать и терпеть лютый холод, лишь бы защитить яйцо, оставленное самкой. Слоны никогда не бросят детеныша. Если мать погибает, его тут же берет под опеку другая самка. Дельфины и гориллы способны усыновлять чужих малышей, относясь к ним как к родным. Это две крайности одного и того же мира. В одном случае побеждает эгоизм и жестокость, в другом – забота и самопожертвование. Но все эти стратегии подчиняются одной цели – выживанию. Природа не знает морали, у нее нет понятий «плохо» или «хорошо». Есть только способы оставить потомство, и у каждого вида они свои.